Любой источник тока имеет две важнейшие характеристики – электродвижущая сила ЭДС и внутреннее сопротивление. Наверное, вы замечали, что подключая нагрузку к источнику тока, напряжение источника под нагрузкой снижается, проседает. Чтобы учесть такое проседание для расчетов, реальный источник тока представляют как идеальный источник с ЭДС, эпсилон, и внутреннее сопротивление, R маленькое, где электродвижущая сила источника численно равна напряжению на его клеммах, когда никакая нагрузка к этим клеммам не подключена. Если подключить нагрузку в виде резистора R большое к реальному источнику, то через всю эту замкнутую цепь потечет ток I, который будет одинаковым и для нагрузки, и для внутреннего сопротивления. При этом напряжение на нагрузочном резисторе R большое будет меньше, чем напряжение на клеммах источника без нагрузки. Насколько меньше? Давайте перерисуем эту же цепь иначе, чтобы стало понятней. Теперь видно, что наш идеальный источник прикладывает все свое напряжение сразу к двум сопротивлениям. Значит, если напряжение на сопротивлении R большое, это UR большое, прибавить к напряжению на внутреннем сопротивлении R маленькое, UR маленькое, то получим напряжение U на источнике. Иными словами, часть напряжения источника досталась внутреннему сопротивлению, а остальное пошло на нагрузку. Вот причина просадки напряжения под нагрузкой. То есть напряжение на нагрузке меньше напряжения источника ровно на величину напряжения на внутреннем сопротивлении. Определим напряжение на внутреннем сопротивлении. UR маленькое равно U минус UR большое. Теперь легко вычислить по закону Ома внутреннее сопротивление R маленькое. Оно равно напряжению на внутреннем сопротивлении, деленному на ток, протекающий в этой цепи. Теперь вместо UR маленькое подставим то, чему оно равно, то есть U минус UR большое, и получим, что наше R маленькое равно U минус UR большое, деленное на ток I. Сама эта формула показывает нам, как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора. Полное видео смотрите по ссылке внизу экрана или в описании к видео. Спасибо.